Гречка – это уникальный продукт, одна из самых богатых белками круп. Польза гречки для сердца. Витамины, клетчатка, микроэлементы, которые содержатся в гречке, снижают в крови уровень холестерина, регулируют показатели артериального давления, укрепляют и повышают эластичность стенок вен и артерий, предупреждают образование тромбов и атеросклеротических бляшек, снижают риск возникновения инфаркта или инсульта. Польза гречки для печени. Крупа невероятно полезна для печени, благодаря богатому составу полезных макро- и микроэлементов, таких как фосфор, цинк, купрум, феррум, кальций, витамины группы В и П, аминокислоты, клетчатки, способствуют быстрой и качественной борьбе с печеночными недомоганиями и скоплением вредных веществ в желчных протоках. Помогает нормализовать уровень сахара в крови и снизить массу тела. Постоянное включение продуктов в рацион, профилактика любых печеночных проблем, включая цирроз. Польза для крови. Гречка полезна при анемии. Это состояние организма, при котором снижается уровень гемоглобина в крови. Железо, витамины группы В, рутин, марганец, содержащиеся в гречке, помогают в профилактике анемии. Для иммунитета. В период простуд, после перенесенного заболевания полезно дополнить рацион гречкой. В разных видах она входит в лечебные диеты. Гречка способствует очищению организма от вредных веществ, оказывает антиоксидантное действие, повышает сопротивляемость организма. Помощь гречки в похудении. Сложные углеводистые соединения усваиваются медленно. Эта особенность помогает в похудении при соблюдении гречневой диеты. Специалисты в области лечебного питания рекомендуют как монодиеты с добавлением кефира или без него, так и более мягкий разгрузочный рацион, в котором гречка является одним из компонентов, входящих в диету. Второй фактор, способствующий снижению веса, это увеличение объема каши при варке. И если в 100 граммах сырой крупы содержится более 300 килокалорий, то в таком же объеме готового к употреблению блюда калорийность снижается более чем втрое. С целью похудения уместно на завтрак готовить гречку на воде для употребления натощак в умеренных количествах, чтобы не вызвать метеоризм. Польза гречки для мужчин. Повышенное содержание белка в гречневой крупе превращает ее в один из источников аминокислот, необходимых для выработки физической силы и энергии. Повышение выносливости, что особенно важно для мужчин. При употреблении гречки в организме вырабатывается дофамин, вещество, положительно влияющее на психическое и эмоциональное состояние. Вместе с другими антидепрессантами, содержащимися в крупе, этот компонент помогает снять психоэмоциональное нервное напряжение. Предупреждая развитие ожирения, гречка помогает поддержать гормональный баланс на должном уровне, поддерживая нормальную концентрацию тестостерона. Это создает условия для хорошей фертильности и в целом укрепляет мужской организм. Польза гречки для женщин. Само по себе наличие антиоксидантов и микроэлементов в составе способствует улучшению состояния волос и кожи. Кроме того, гречка может предотвратить развитие варикоза и крепить костную ткань. Она положительно влияет на репродуктивную систему, употреблять ее рекомендуется и при гормональных сбоях. С возрастом в организме женщины происходит угасание гормональной функции яичников. Гречка – это хороший источник фитоэстрогенов. Она может частично компенсировать нехватку женских половых гормонов, тем самым улучшить самочувствие. Чем вредна гречка и какие существуют противопоказания? Противопоказаний к употреблению гречки нет, но злоупотреблять этим продуктом не стоит, так как существуют некоторые ограничения. Например, при склонности к запорам и метеоризму большое количество клетчатки употреблять не рекомендуется из-за возможных неприятных ощущений и вздутия кишечника, но это касается только гречневой крупы. Кроме того, людям с нарушением работы почек также не стоит употреблять гречку чаще 1-2 раз в неделю. Ну а всем, для кого это видео было полезным, ставим лайки и подписываемся на канал. Это будет невероятной мотивацией снимать для вас новые полезные видеоролики. Всем крепкого здоровья!